Всем привет, с вами Алла. Давайте посмотрим, у какой женщины нервы на пределе из-за вас. Итак, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И давайте посмотрим сигнификатор общего расклада. Рыцарь чаш. Значит, расклад подойдет тем, у кого это новые романтические отношения. Либо вы недавно познакомились, либо это отношения, в которых вы редко видитесь. Здесь может быть то, что не удается видеться так часто, как вам бы хотелось. Да, по аркану звезда вы можете находиться далеко друг от друга. Например, знакомство в интернете. Женщина может находиться в другой стране, либо в другом городе. И понимание того, что вы общаетесь, но при этом непонятно, когда будет встреча, она очень сильно подгружает эту женщину, потому что непонятно, когда вы встретитесь. Встретитесь ли вообще в принципе. Здесь какая-то затянувшаяся ситуация, связанная с невозможностью встретиться. То есть, видимо, есть какие-то проблемы либо с въездом в страну, либо с выездом из страны, либо, может быть, проблема с документами, например. А у кого-то может отыграться, что вы просто договориться не можете. Кто когда приедет. То есть вот в таком формате. И женщина очень сильно переживает на ту тему, что время идет, а вы никак не можете найти общую точку соприкосновения, как говорится. Женщина очень сильно и разочарована, и расстроена, и очень сильно переживает по поводу того, что эти отношения, они в каком-то разобранном состоянии, назовем это так. Знаете как, вот отношения, в которых вот не получается легко. Не получается легко договориться, не получается легко встретиться, не получается легко сойтись. Вот каждый раз все как-то дается с какими-то очень большими трудностями, с какими-то большими тяжестями. Так, а что ж у вас тут такое? С чем это связано? Как-то женщина вам не доверяет. Ей кажется, что вы на расстоянии ее можете обманывать. Что вы на расстоянии можете вообще увлечься тут другой женщиной. И здесь как-то ей хочется на вас строить планы, а планы сильно на вас не построишь. Потому что здесь действительно есть время, расстояние, и как-то вы тут, видимо, мало общаетесь или редко общаетесь. Ребят, расклад подойдет, если это новое общение в интернете. Или если это отношения на расстоянии. То есть вы общаетесь редко в силу того, что у вас вот такой вот формат общения. То есть это могут быть любовники, это могут быть
люди, которые свободны, но вы не спешите связывать себя какими-то узами брака. То есть вы можете работать, например, в разных странах. У каждого тут может быть своя жизнь. И за счет того, что у каждого своя жизнь, вы тут не спешите съезжаться, договариваться о чем-то и так далее. Но женщину это все напрягает. Здесь может быть такое, что в начале ваших отношений она сама была за такой формат. Ну, то есть ей самой нравился такой формат отношений. А потом в процессе отношений она уже переиграла всю картину. Ну, то есть как бы человек понял, что ну, как бы так я не хочу. Вот такие отношения меня не устраивают. То есть я хочу каких-то гарантий, я хочу быть уверенной в том, что я у тебя одна. Я хочу понимать, что ты у меня есть, что я у тебя есть, что ты меня ждешь, что я тебе нужна, а не ты еще с кем-то, например, встречаешься, пока я этого не вижу. Ну, то есть вот тут какие-то такие вот мысли про то, что ну, как бы человек вам не особо доверяет. И как бы здесь, смотрите, вот и хочется встретиться, и хочется этих отношений, знаете, как быстро, чтобы они как-то вот закружились, а оно все как-то тянется. Вроде бы как и взаимопонимание здесь есть друг с другом, но при этом почему-то на какие-то очень болезненные темы вы тут, видимо, не разговариваете. Мужчина тут закрывается. И для женщин это прям целая проблема, что мужчина закрывается. А что бы ты хотела? Ну, женщине здесь хочется какой-то конкретики, а ее здесь, видимо, нету. Вот смотрите, вот вроде бы вы как и пара, да? Король и королева мечей. Вроде бы как и пара, но здесь про то, что женщина почему-то не может вам максимально открыться и не может вам рассказать про все свои страхи, про все свои сомнения. Почему-то здесь как-то напряженка с этим. Ты сама не рассказываешь? Или мужчина не хочет слышать тебя? Да нет. Здесь, видимо, женщина изначально, когда заходила в эти отношения, видимо, она здесь сама изначально вела себя несерьезно, сама хотела как-то играться с вами, сама хотела каких-то поверхностных отношений. А теперь, когда она влюбилась уже, вот теперь человек понял, что хочет, назовем так, серьезных отношений, хочет уже понимать, что вы у нее есть. Но, видимо, она как бы дала вот этот пример того, что отношения у вас несерьезные, сама, как говорится, начала, сама этот сценарий завязала, и теперь она не понимает, как из этого сценария выбраться. Поэтому здесь, ребят, речь про то, что сама начала играться и сама вам, видимо, дала понять, что ну, у нас с тобой легкие отношения, в которых никто никому ничего не должен. А потом, когда мужчина здесь начал поддерживать вот эту уже игру, начал поддерживать этот сценарий отношений, вот тут-то женщине уже это и не понравилось, потому что здесь она поняла, что нет, все-таки играться она не хочет. Все-таки легкие отношения, о которых она думала, ей не интересны с вами.
Так, что ты думаешь про мужчину? Вот не доверяет она вам. Ей кажется, что вы тут еще не определились, что у вас тут еще может быть какой-то вариант либо другой женщины, либо, может быть, у вас какая-то есть бывшая, с которой вы еще как-то общаетесь периодически. Как-то здесь речь про то, что женщина спит и видит, что в какой-то момент вы либо ей не ответите, либо скажете, что вы вернулись к бывшей, либо скажете, что вы хотите расстаться. Вот здесь про это речь. То есть человек здесь попал сам в свою ловушку. Она изначально хотела вас как-то привязать к тому, что мне ничего от тебя не надо, и вообще у нас с тобой отношения очень такие поверхностные, несерьезные, никто никому ничего не должен. Но по факту она сама в эти отношения вляпалась, на свои же грабли наступила. И теперь, да, она может исчезнуть, потому что она пока не понимает, как себя дальше с вами вести. Человек не понимает, как теперь вырулить вот из той ямы, в которую она сама себя же и затянула. Так, а какие у тебя чувства? Злость. Злость, ребят, на вас. Да, за то, что вы не хотите активничать, за то, что вы в аркане отшельник. Аркан отшельник — это про то, что, видимо, вы ее не трогаете. Типа молчишь, молчи. Там не пишешь, не пишешь. И вот для нее ты, конечно, болезненная тема. Хорошо, а на что ты рассчитывала? Человек рассчитывал, что вы будете на связи, что вы захотите с ней серьезных отношений, что вы захотите здесь семью, что вы захотите тут на ней жениться, что вы ее будете любить. Да, что она рядом с вами будет счастливым человеком. А по факту туз мечей. А по факту полная тишина. Никто, видимо, ни с кем не общается. И для женщины это такой поворот, знаете, неожиданный. Что ты будешь делать? Пока она тоже будет молчать. Потому что здесь женщина тоже не хочет себя так выставлять, что вот я сейчас за тобой тут буду бегать. Я тебе буду показывать свою уязвимость. Как бы так она тоже не хочет. Здесь пока человек не понимает, как себя вести, чтобы и с вами остаться, и при этом, чтобы вас не посадить себе на голову. Потому что есть страх того, что если она вам полностью покажет свой страх вас потерять, или она полностью вам покажет, что она от вас зависима, или что она очень хочет сильно с вами быть вместе, то здесь есть страх того, что вдруг он ко мне потеряет интерес, вдруг он не захочет быть со мной, потому что поймет, что я сильно в нем заинтересована. И, соответственно, он может тут начать качать права. Человек на сейчас пока пытается от вас отвлечься. Пока. Скажем так, не сильно у нее это удается, но, во всяком случае, она старается это делать. Какая здесь рекомендация? Четверка пентаклей. Смотрите, если вам эта женщина интересна, если вы хотите с ней быть вместе, расклад общий, поэтому у меньшего количества людей здесь отыграется, что она все-таки выйдет на связь. У большего количества людей отыграется, что она будет продолжительное время все-таки молчать.
молчать и рассчитывать на то, что у вас лопнет терпение, и все-таки вы выйдете на связь. Поэтому тут, смотря чего вы хотите. Если вы хотите с ней играться, ну, сидите, молчите. То есть вы тут можете и полгода молчать, и больше. Если все-таки вы хотите этих отношений, то тут это все можно разрулить, потому что женщина на самом деле заинтересована в этих отношениях. Она здесь переосмыслила свои ошибки, поняла, что она сама наплевала в свой же колодец, и теперь с него пить приходится. Поэтому, в принципе, эти отношения сейчас можно разрулить в здоровое, если правильно к ним подойти с умом. Поэтому, кому необходима помощь, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока!